Друзья, всем привет! Вы на канале Варанча, и мы сейчас находимся на Галапагосах. Этот выпуск будет посвящен самому большому острову архипелага Изабелла. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Доброе утро, время 6 утра, и мы сейчас будем отправляться на другой остров, он называется Изабелла. Здесь есть 3 больших острова, которые мы собираемся посетить. На одном уже, на самом основном мы были, откуда идут все отправления. Вот, здесь очень много людей у меня за спиной, это центральная площадь, как раз утром все всегда собираются, разъезжаются по другим островам. Цена на паром или на лодку стоит $30. Вот. Разные наполняемости у этих лодок есть. Сейчас посмотрим, какая будет у нас. Наша лодка называется Wolf. Нам выдали вот такую штучку, и мы заплатили еще по $1 с человека, якобы туристический такс или какой-то налог национального парка. В общем, такая история. Есть 2 времени выезда с острова на остров. Это утро, 7 утра уже мы отправляемся, посадка начинается с 6, и в 3 часа дня посадка начинается с 2 часов дня. В общем, посмотрим, что нас ждет. ¿Vas a marcar su destinado? No, pues vas a marcar su destinado. Главное, чтобы наши чемоданы не выпали. Вот, например, мой. Катин еще не положили. В общем, мы на нашей лодочке. Вот такие сиденья здесь. Там капитан наверху. Чемоданы сложили в самый конец. Сейчас будем стартовать. Около 2 часов мы будем плыть. Вот еще какие-то товарищи. Надеюсь, они не к нам. Или это все как всегда? К нам кого-то еще загружают. Ладно, занимаем места. Все, мы приплыли на Изабеллу. И здесь опять очередная касса. Так интересно то, что мы заплатили $30 за билет на лодку. Потом перед посадкой мы заплатили еще $1 за национальный парк, хотя мы уже платили, когда сюда прилетали. Потом мы заплатили еще $1 за то, чтобы нас на другой лодке привезли к нашей лодке. А здесь нас еще взяли $2, чтобы привезти с нашей лодки на пирс. И сейчас здесь, в этом национальном центре, с нас возьмут еще по $10 чека за то, что мы приехали на остров. В общем, в Эквадоре на Галапагосах бабки косят просто лопаты. Я не могу просто перестать поражаться с этих товарищей. Почему? Потому что мы вышли из пирса и спросили про такси, нам сказали $1 с человека. И что вы думаете, мы едем в такси, и нас здесь 4. И плюс водитель. Сейчас мы сначала завезем других туристов, а потом отвезем нас. Вообще мне интересно, куда идут все эти деньги, которые они собираются в входы в национальный парк. Здесь на островах даже нормального интернета нет. Куда это все уходит? А мы хоть сидим внутри, девушка спереди в багажнике пикапа едет. Сейчас будем смотреть нашу комнату. И вот он, океан. Вот наша комната. Отели все здесь очень дорогие. Здесь мы снимаем номер за ночь $52. Это средний отель. Вид из окна у нас классный на океан. Ну что, тебе нравится? Вообще, я уже отметил для себя одну особенность. На острове Санта-Крус, где мы были первые дни, везде одни большие деревья с кактусами. Я не увидел ни одной пальмы. Сейчас мы приехали на остров Изабелла, и здесь наконец-то есть пальмы. Но кактусов, которые мы видели до этого, здесь нету. Очень интересно.
В общем, мы сейчас закупились экскурсиями, сделали все организационные моменты и пойдем исследовать остров. Посмотрим, что здесь есть. И, как всегда, будем искать крутые достопримечательности. Я, конечно, могу ошибаться. Возможно, это не кактус. Вы меня извините, я до сих пор не гуглил, не смотрел, что это. Но что-то мне подсказывает, что это кактус. И здесь такие вот интересные штучки у него. Необычно. А это главная площадь, центральная. Здесь остров более расслабленный, не такой, как Санта-Крус. Народу здесь, конечно, очень мало. Кафешек мало. Такая пустота, скажем. Недалеко от нашего отеля есть черепашья ферма и 2 озера с фламинго. Мы вышли исследовать. Правда, идем по трассе, никого нету, ни людей. Вон Катюха валит. Так, ну мы, в общем, добрались сначала к озеру, решили, а потом к черепахам. Подходим, и вы вместе с нами сейчас услышите наши эмоции. В общем, табличка, озеро, фламинго. It's amazing. Oh my god. Ну, в общем, что-то нету ни одного фламинго. Да это, наверное, потому что день. Да, может быть, сейчас просто час дня. Пойдем смотреть черепах. Ну, в общем, такая история. Надеемся, хоть черепахи на месте и не ушли. Но я очень сильно сомневаюсь, что они здесь даже утром бывают, эти фламинго. В общем, мы зашли уже в этот центр с черепахами. В общем, здесь наподобие, как на острове Санта-Крус, станция Чарльза Дарвина. Сейчас прогуляемся, с нами гид. Вход стоит $10 человека. Гид нам будет ходить и рассказывать, что здесь есть. Мы посмотрим маленьких черепах, мы посмотрим эмбрионы. И мы подошли к первому вольеру. Я хотел показать вам сразу черепаху, которая двигает куда-то. Видишь, только... Female shorter tail. And look at they're fighting over there. White over there. Здесь маленькие черепашонки. Этим черепашкам около 3 лет. Так, а здесь уже черепашки постарше. Этим черепашкам около 5 лет. Эти черепашки уже готовы к тому, что их будут вывозить в дикую природу. В этом центре их выращивают. Когда они достигают уже подходящего возраста, их уже выпускают на свободу, чтобы они могли себя защитить сами. Здесь вот такая картинка, на которой показано, как сюда привозили черепах. Наш гид сказал нам, что на острове было извержение, и очень много было разных экспедиций, чтобы собрать черепах и привезти их в этот центр. За одну экспедицию могли привезти около 20, 25, 30 черепах, но иногда бывало то, что только 2, например. Здесь на картинке также показано, как черепах вывозили на вертолете в сетях, потому что черепахи очень тяжелые, большие, и складывали в такие сетки, подсоединяли к вертолету и везли сюда уже в сторону города, реабилитационного центра. Шли, а здесь такой товарищ пытается вылезти через дверь. Бро, выходи. Так, а здесь несколько больших отсеков, где сидят маленькие черепашата, которым исполнилось около 3 месяцев. И они в этих отсеках будут сидеть на протяжении 3 лет. И только когда они достигнут 3 года, их будут пересаживать уже в другие отсеки, которые мы видели ранее. Вообще на территории этого острова 10 разных зон, и все черепахи также разделяются соответственно этим зонам. И здесь на каждой клетке написано, с какой они зоны, эти маленькие черепашата, когда их нашли кладку яиц и когда эти черепахи вылупились. И потом их, соответственно, возвращают обратно в такие же зоны, изначально в которых их нашли.
Вот на этой картинке показано, как гигантские черепахи занимаются любовью. Интересно то, что у самцов панцири плоские, а у самок они изогнутые. И черепахи занимаются этим на протяжении 5-6 часов, издают разные звуки. Мы проходили тоже, слышали эти звуки. По той причине, потому что очень сложно попасть туда. В общем, ну вы поняли, куда. Так, это эмбрионы 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца и близнецы. Здесь нам показали еще, как черепахи откладывают яйца. И рассказали очень интересную тему, что когда вылупаются черепашата, они на протяжении 30 дней вылазят с-под земли, они работают сообща, чтобы выбраться. То есть целый месяц им требуется, чтобы выйти наружу с подкладки. Так, здесь нам показали наглядную картинку, как проходит жизнь черепах и как проходит жизнь человека. Здесь 85 лет мы умираем, а галапагосские черепахи живут 150 лет. Самая старая черепаха, как нам сказал гид, была галапагосская черепаха, 183 года ей было. Не знаю, правда, неправда, наверное. Все, мы уходим уже с этой фермы. Сейчас будем искать еще одно озеро с фламинго. Здесь как раз прямо с фермы начинается тропа, которая выведет нас на пляж через озера с фламинго. В общем, ферма неплохая, в принципе, но, опять же, если вы смотрели наше видео «Санта-Крус», ферма, на которой мы были, Эль Чоро, гораздо интереснее, там гораздо больше черепахи, но здесь мы узнали более детальную информацию, например, про то, как они рождаются, увидели маленьких черепашат. На той ферме Эль Чоро на острове Санта-Крус мы не видели маленьких черепах, мы видели только больших черепах и слушали, в принципе, общую информацию. Но там эти черепахи в дикой природе, здесь они все в вольерах. Так, тут какой-то мостик. Я думаю, что что-то должно быть. Опять фламинго. Блин, что за день сегодня, а? Одни фламинго. Мы у гида на черепашьей ферме спросили, там есть фламинго? Он говорит, да, я сегодня видел фламинго. Да. Катя говорит, может лучше утром? Я видел, идите. Ну, такая вот история. Смотрите. Одно, фламинго. Может быть, дальше будет еще больше? Далеко, правда. А вот оказалось последнее озеро, а не то, где мы были. И здесь еще один товарищ. Чпук, там стоит в водичке. И на выходе с этой тропы, как всегда, нас ждали игуаны. Осторожно, извините. Извините, пропустите, пожалуйста. Осторожно. Ой, это какой большой. Осторожно. Ребята, извините, пожалуйста. Пропустите. Извините за беспокойство. Всего доброго. Наши приключения продолжаются. Сегодня мы решили взять велосипеды и прокатиться на великах по острову. В самом конце городка начинается пешая тропа к смотровым площадкам. К этим смотровым площадкам идти около 2 часов. Мы решили не идти пешком, а покататься на великах. Аренда велика стоит $10. Один велосипед. У Кати такой модный с корзинкой. Ты хочешь показать велик? Да. А это мой велосипед, я буду кататься. И помимо смотровых площадок мы еще сегодня съездим на велике на пляж, где плавают морские котики и пингвины, чтобы проверить, есть ли они там вообще. Просто если они там есть, мы там поснорклимся. Если нету, то мы тогда вообще туда и снаряжение брать не будем. Просто глянем и будем возвращаться обратно.
Так, здесь чекпоинт. Нас записали, имена, фамилии, национальность, отель. Мы проехали дальше, припарковались. И первая достопримечательность какой-то пляж. Ла Плаита, 107 метров. Я надеюсь, мы сейчас выходим, и там лежит черепаха. Восхищаюсь этими товарищами, они все время лежат, отдыхают. Напоминают мне Джигана. Кто знает, тот поймет. Вот он. Покупался и лежит. Было бы круто, конечно, на этих пляжах купаться с масками. Но здесь волны, вода очень-очень холодная. Красиво. Да. Вот братан купаться идет. Позагорал и движет. Тин-тин-тин. Галапагосская игуана. Такие игуаны живут только на Галапагосах. Игуаны, которые могут плавать. Крабов очень много. Эта игуана ест травку. По дороге к смотровой площадке, помимо пляжа, мы нашли еще лавовые туннели. Скорее всего, сюда можно спуститься бесплатно, здесь никого нету. Да, вот лава, туннель тренинг. В общем, сейчас глянем, что здесь есть. О, а там водичка. Как мы там пройдем? Так. Там, вон, видишь, не бы развиваться, а я бы туда не пошла. Видишь вода? Угу. Пойдем мы туда или не пойдем? Практически на каждом острове есть такие туннели. Когда были извержения вулканов, лава стекала в океан и образовались вот такие подземные туннели. Но мы уже были там, я думаю, что мы разбываться не будем, идти туда, потому что там, скорее всего, ничего нету, просто тупик. Здесь очень много разных трекинговых маршрутов, а здесь зона мангровых лесов. Мы заходим, как в каком-то страшном фильме. А люди идут. И в конце этих мангровых зарослей мы нашли пляж. Дикий пляж, где никого нету. Хотя там сидит пара молодая. Цвет воды. Вообще они здесь, наверное, купались, но здесь же опасно купаться. Они, наверное, просто плавали здесь с масками, с трубками. Искали акуль. Можешь пройти? Как-то так. Здесь стоит указатель, на котором написано «Не трогать, не есть фрукты». Я все забываю во всех выпусках сказать, что на Галапагосах растет вот такие яблочки. И эти яблочки, они ядовитые для человека. Эти яблочки могут есть только галапагосские черепахи. Их здесь очень много на самом деле. Некоторые туристы, кто не читает такие объявления, могут попасться на это, съесть яблочко и очень сильно отравиться. Пока мы накручивали педали, Володя следил всегда по сторонам, потому что Володя знал, что здесь, на этой тропе, можно встретить гигантских галапагосских черепах. И где-то в кустах я увидел эту прекрасную черепаху, которую мы сейчас вам покажем. Черепаха, привет! Вот она. О, сыпит. Вот она.
Она сейчас побежит на меня, что ли? Давай не будем драться. Это Катя, а это черепаха. Черепаха встала в такую позу, как будто готовится нападать. Ладно, мы мучить ее больше не будем. Спасибо, черепаха, за фотографии. Мы поехали дальше. По дороге на смотровую мы опять встретили черепаху. Бро, не бойся нас. Это мы. Это уже побольше. Да. Что-то мне подсказывает, что мы уже добрались до финальной смотровой. И я надеюсь, что это того стоило. Так, здесь такие скамеечки, можно посидеть. Карта. Наш городок, Пуэрто-Виламиль, острова. Итак. Ну, честно скажу, как-то сомнительно. Сомнительно, почему? Потому что очень далеко. Вот наш город, Пуэрто-Виламиль, откуда мы приехали, вдоль берега сюда, тук-тук-тук-тук. Там озеро Фламинго. Есть пляж, где ребята серфингом занимаются. Видно большой остров Тортуга там дальше. Да и все, в принципе. А видно-то все очень плохо. Вот там какие-то заросли, какие-то вулканы, может, горы. И все, вот так. Дальше никуда не пройти. Здесь написано стоп. Вот она. Вся смотровая. В общем, что могу сказать, что если вы сюда приехали на 1-2 дня, то смысла сюда идти вообще никакого нет. Если, конечно, вы любите природу, хотите прокатиться по джунглям, посмотреть черепах. Вот, да, кстати, мы видели черепах. Я думаю, что этих черепах можно каждый день здесь увидеть. И тогда, в принципе, нет смысла идти на ферму, как вариант. Ну, вот такая смотровая площадка. О, черепаха! Черепаха на дороге. Да. Встретилась Это нам. уже 4-я черепаха, которую мы видели на этой тропе. Да, поэтому это бесплатный зоопарк. Да. И черепахи достаточно большие. Мы ехали, и нам навстречу еще одна черепаха. Это прям так весело насыпает прямо, но она поменьше. Нас даже не боится. Так, а здесь такой едешь дальше. Опа, дорога. И товарищи лежат прямо посреди дороги. Если будешь быстро ехать, можно на них наехать. Поэтому надо смотреть под ноги. Поэтому обережно. Да, осторожно. Вот они здесь лежат, недалеко от водички. Ну все, мы выбрались с этих джунглей, уехали от смотровой площадки и приехали на главный пирс. Сейчас здесь посмотрим пляж, где должны быть морские котики и пингвины. А сразу на главном пирсе мы увидели морского котика, который убегает в воду. Тин-тин-тин, ушел. Да, на берегу они выглядят, мне кажется, даже интереснее, чем когда мы их встречали в воде. Сач. А посмотрите на этого товарища. Он просто размером с лавку. Я даже боюсь к нему ближе подойти. Он просто огромный. Стань рядом, я покажу, какого он размера. Ну, стань с той стороны. Сейчас Катя к нему подойдет. Смотрите, какие размеры. Мы хотели сфотографироваться с этим. Он прибежал второй и начал рычать. Вот он рычит на машину. Ой, ой. Он гоняется за нами. Мне кажется, он его защищает. Да, мне кажется, он его защищает.
Так, ну вот этот пляж, куда мы сейчас будем двигаться, находится он недалеко от главного пирса, куда сразу все приплывают. Здесь небольшой офис национального парка. И пляж называется Конча де Перла. Вот. Нужно пройти через мангровые заросли немножко и выйти сюда. Сейчас посмотрим, что нас там ждет. Красивый мостик здесь, тропиночка. Вот нравится мне то, что на Галапагосах идешь куда-то, и всегда вокруг тебя шикарная природа. И здесь опять мангровые заросли, и чувствуешь себя как в каком-то страшном фильме. Потому что когда мы работали в Таиланде и жили в Таиланде в наших мангровых зарослях, всегда обитали какие-то опасные змеи. Вот, в общем, всегда боялись мы там гулять. Здесь все совсем по-другому. Вот какой здесь цвет воды среди мангровых деревьев. Просто прозрачнейший. Наверное, отсвечивает. Ну, здорово. Ну вот и пляж, который мы искали. Я, конечно, себе представлял это немножко по-другому, но выглядит необычно. Вокруг лавовые туннели, мангровые заросли, и здесь вот такой вот бассейн. Я думаю, что здесь не сильно глубоко. Поставили такую смотровую, ступенечки, заходишь в воду и плаваешь. Я, конечно, читал в интернете, писали, что здесь есть морские котики, пингвины. В общем, много разной живности, но самая главная проблема Галапагос это в том, что очень холодно. Возможно, мы не в тот сезон приехали, но купаться... Мы все это уже видели, и не знаю, будем мы рисковать делать это здесь или нет. Но котики есть, там плавает группа людей. Мы уже видели, как морские котики выныривали из воды. Да, вон там есть, я думаю, что на камере не видно, на видео. Да, маленькие морские котики. Но вода прозрачная. Вот. Может быть, здесь что-то есть еще интересное. Вот он, маленький товарищ. Можно даже не нырять теперь здесь. О, выглядывает. Плюется. Ребята все плавают без гидрокостюмов. Это очень жестко. Да, Кать? Скажи, без гидрика плавать, это... Это очень холодно. Да, это очень холодно. Мне вот даже смотреть на них холодно, как они вылазят. Я хотел показать еще одну немаловажную достопримечательность острова Изабелла. Это огромнейший, длиннющий пляж этого острова. Вот я сейчас выхожу, и что-то тут туристы, ребятки, нашли. Пляж очень красивый, и пляж очень длинный. Опять же, напомню, что главный минус это то, что очень холодная вода. А так просто посмотрите. Захотел, пошел купаться туда. Мы, кстати, туда ездили на смотровую площадку. Захотел, пошел купаться туда. Там находится главный пирс, куда мы приплывали, и основная часть деревушки, где мы живем. Вот такая вот красота. Я видел, как местные детишки купаются. Вообще там 2 часа, 1,5 часа плавают. Но вода очень холодная. Без гидрика купаться невозможно. Ну что, наш выпуск с острова Изабелла и достопримечательность этого острова подходит к концу. Что я хотел сказать, что этот остров пока что нам нравится больше всего, потому что здесь нет такой развитой инфраструктуры, как на острове Санта-Крус. Здесь нету такого большого количества кафешек, ресторанов, лавочек сувенирных, но здесь есть самое главное. На этом острове больше всего животных. Здесь мы встретили огромное количество морских котиков, черепах, игуан. И все это здесь просто свободно двигается по территории острова и рядом с этим островом.
В следующих видео вы увидите, на какие экскурсии мы отправлялись. С этого острова мы посетили экскурсию с вулканом Сьерра-Негра. Это один из самых активных вулканов Галапагос. И мы отправились на лучшую морскую программу этих островов под названием Лос Туннелес. Мы плавали в лавовых туннелях вместе с морскими котиками, скатами и черепахами. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч!